Так. Успеваем, но уже так. Бежим. Так, вот наш отель. Двери сами открываются. У нас висят ружья. Смотрите, какая-то лампочка Ильича. Турку просто изобилует различными такими необычными скульптурками. Любит? Не любит. Да люблю, не переживай. Все равно ромашки, чьи ласки принимать. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 785 Аллегро с сообщением Санкт-Петербург, Хельсинки. И какой же русский не любит быстрой езды? Это Николай Васильевич Гоголь о загадочной русской душе писал. Какой же русский не любит быстрой езды? Удивительное дело, но железнодорожники то ли в шутку, то ли всерьез сейчас говорят. Мол, так более 170 лет назад великий классик описал нынешнюю концепцию РЖД. Высокоскоростные поезда Аллегро итальянские, построены на заводе Альстом. Первый рейс был запущен в декабре 2010 года. Это действительно очень комфортный поезд. И по ощущениям вы на нем не едете, вы летите. Аллегро совершает по 4 рейса в день в каждую сторону. Если вы живете в Питере или недалеко от него и планируете поехать в столицу Финляндии Хельсинки, то даже не думайте ехать на машине. Ведь от Питера до Хельсинки 407 километров. И на машине у вас это займет вместе с границей, на которой вы простоите примерно час-полтора, около 5-6 часов весь путь. А на поезде у вас это займет 3 часа 36 минут, без каких-либо остановок на таможенные процедуры. Поезд Аллегро в пути останавливается всего 5 раз. В российском Выборге, а на финской стороне в городе Вайниккала, Коевала, Лахти и Тиккурила. Да-да, та самая Тиккурила, известный бренд финской краски. Ведь главный офис и наибольшая часть производства находится как раз таки в этом городе. Ну и конечная остановка – это центральный вокзал в Хельсинки. Цены на билеты варьируются от 30 евро до 80 примерно за второй класс и от 132 евро за первый класс. Все зависит от того, за сколько вы будете бронировать. Чем раньше вы бронируете, тем дешевле. Средняя скорость Аллегро 200-220 км в час. Пограничные таможенные контроли проводятся в поезде прямо во время движения. 3,5 часа пролетает просто незаметно. В поезде есть вот такие кабинки. Это типа такого кабинета, где можно сесть, зарядить гаджеты. Тут же окно. Такой мини-конференц-зал на 4 человек. Так, наш поезд опаздывает на 10 минут. У нас остается минут 5, чтобы пересесть на следующий, который доставит нас в Турку. Вообще это большая редкость, чтобы Аллегро опаздывал. Да, Аллегро не Паша опаздывает. А тут на 10 минут опаздывает. Ну вообще. Успеем. Решили заказать цезарь с лососем. Я так вижу такой приличный салатик, большой
большой достаточно. Очень Сейчас большой попробуем. салат. И вообще сидим в такой романтичной обстановке. Вагон-ресторан. Ну что на вкус? Я, конечно, не любитель пива, но, по моему мнению, не хуже мюнхенских пив. Так, Успеваем, но уже так. бежим. Уже 7 минут. Нам на другую платформу надо. Все-таки мы дошли. У нас такой двухэтажный поезд. Очень интересный. У нас 6-й вагон, надо еще до него дойти. И у нас 1-й этаж будет. Так, вот здесь исключительно двухэтажные поезда, которые курсируют между городами Финляндии. Тоже скоростные и комфортабельные. Так, заходим на 6-й вагон. Давай дальше. Слушай, я не помню, какие места. Сейчас посмотрим. Все вагоны оборудованы Wi-Fi. И в поезде есть вагон-ресторан. Штраф за безбилетный проезд здесь 80 евро. Напоминаю, мы едем в двухэтажном поезде. Предлагаю подняться на 2-й этаж. На 2-м этаже здесь народу уже поменьше. Надо же, в туалете даже есть гигиенический душ. Сушка рук, мыло, все есть, пожалуйста. Сенсорные датчики. Прям как в самолете. Купили в поезде пиво, специально выпущено для поезда. Даже нарисованы рельсы всякие. Со вкусом, наверное, не знаю, рельс. Угля. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ну, такой обычный лагерь. Финский. Так, пробуем. Хорошее пиво, кстати, у Финляндии. Финляндия вообще такая считается тихая, спокойная страна. Такое ощущение, что все вообще говорят шепотом. И даже вот в этом поезде Интерсити есть специальная комнатка для телефонных разговоров, чтобы никому, не дай бог, не помешать. Вы берете, заходите сюда, садитесь и болтаете по душам. Чем мне нравится проверка билетов в финских поездах, а я подчеркиваю, мы едем в другой город. Во-первых, с телефона все, да, считывают. Во-вторых, не надо никаких паспортов. Все, на что поехать в один город в другой, надо предъявить паспорт, надо купить билет на паспорт, да. Здесь этого нет. Чем не коммунизм? Ну что, друзья, добро пожаловать в один из самых необычных городов Финляндии. Город Турку.
Находится он в юго-западной части Финляндии, являясь при этом шестым по численности населением городом. Примерно 200 тысяч человек сейчас проживает в Турку. Это старейший финский город, основан в 13 веке. В первой половине 19 века много старинных построек Турку было уничтожено пожаром. Сохранились только средневековый замок и кафедральный собор. И вместе с тем старинную архитектуру города гармонично дополняют современные арт-объекты. С исторической точки зрения Турку будет, пожалуй, самым интересным городом Финляндии. Ведь это старая столица финской провинции Швеции. И лишь в 1819 году русский король Александр II перенес столицу из Турку в Хельсинки. Ну а кому еще, как не русскому королю, переносить столицы в Финляндии? Так, вот наш отель. Двери сами открываются. Одна и вторая. Все сделано для инвалидов. Здесь проходят завтраки. Иногда хозяин играет на пианино. Ир, ну как тебе особнячок? Очень интересно. Мы в таких еще не были. Такие мы сидим, в лаунж загораем. Видите, какая инсталляция из колосьев различных в стали с стеклом. Завтраки в полном одиночестве. Давно такого не было. От слова никогда. Тут различные сухие завтраки. Значит, копченая рыба и яичко с креветкой. Всякие ветчины, овощи. Какие-то мазлоки интересные с яйцом. Солености. Тут одна селедочка, вторая селедочка. Куча вида хлеба. Вот Ира себе такую композицию сделала из сухого завтрака, фруктов и сладких джемов всяких. Приятного всем аппетита, друзья! Из старинного особняка, где нет никого, кроме нас, по-моему. Так, заходим в номера. Не заходим в номера. Итак, заходим в номера. Какой интересный ключик. Ключ у нас, смотрите, какой дырявый, покажи. Дырявый ключ, но это не для слепых, как вы можете думать. Это такой специальный код-пароль к двери, который не подделаешь. Прыгу. И что у нас здесь? Здесь у нас супер потрясающий старинный мансардный номер. Домик охотника. Да,
Домик, когда у нас? У нас висят ружья, смотрите. Какая-то лампочка Ильича. Не, ребят, в таких номерах мы еще никогда не были. Сколько мы не объездили всего, ни такого не. Да, уж. Санузел с деревянным потолком. Орел тоже в номере у нас стоит. Такие ружья у нас тут висят, друзья. Отвалилось. Ну ладно, приклеим. Так, это мы вышли на пожарный выход. Это вид сбоку нашего отеля. И отсюда вид на просторы Турку. Такой весь старинный, красивый, древний город. Кстати, бывшая столица. Это все территория этого особняка. Так, вот особняк снаружи. Такой во дворе такой фонтанчик а-ля в колониальном стиле. Такие вот голуби не настоящие плавают. Клумба. То есть такое все очень аутентичное. Вообще, кстати, филе не похоже. Там какая-то собака сидит в окне, смотрите, да? Ну, опять-таки, там искусственно. Еще собака. Рассказывать об истории турку можно много всего. В ней тесно переплетена история Швеции, Финляндии, России. Город имеет два официальных названия. Кроме общеизвестных турку, его также называют Аббо. Это шведское название. Ведь Турку официально двуязычный город, и они прекрасно уживаются друг с другом. Добро пожаловать в австралийский гастропаб. Итак, мы зашли в австралийский гастропаб. Мы, конечно же, взяли самое лучшее темное пиво. А какое самое темное лучшее пиво, кто знает? Правильно, Гиннес. А у Иры что? Покажи, Ирочка, что у тебя? Шардоне. Гиннес отменный, ребят. Сейчас нам принесут вкусняшки еще всякие. Заказали стейк и бургер. Стейк приличный, очень красивый, с картошкой фри и салатиком. И бургер такой, пирамидка. Из ягненка. симпатичная. Просто шикардос. Какая-то булочка намазана еще отдельно. И мы попали под акцию, когда бургеры и стейки по 11 евро вместо 17. Очень прилично. Вот смотрите, какой выбор пива. Люблю показывать в заведениях необычные туалеты. Это писсуар. Писсуары. В виде кегов из-под пива. Только льется здесь не пиво, а кое-какая другая жидкость. Ну что, мы с Эриком снова попали в тот же самый ресторан, потому что он нам очень понравился. И сейчас мы взяли треску с картошечкой, с брокколи и со спаржей. Сейчас у них сезон спаржи. Она прям везде и всюду.
Очень интересная треска, она немножко отличается от нашей. Треска атлантическая. Она такая более мясистая. Прям вот как стейк какой-то, не знаю, куриный стейк. Очень хорошо сделано все. Вот такие люди растения тут ходят. Вот так вот в центре города можно встретить такие вот арт-объекты в виде беседок, черепашек, панцирей и прочих чудовищ. Турку просто изобилует различными такими необычными скульптурками. Значит, тут главная река протекает и стоят корабли. Очень много кораблей, они все переделаны под ресторанные бары. Некоторые с таким интересным дизайном. Видите, можно там сидеть на палубе, а можно сидеть в такой вот отдельной лодке, как бы спасательной шлюпке. И там вот много-много этих кораблей стоит в одну сторону, в другую сторону. И все сюда пьют. То есть они не едят, они просто пьют пиво в основном. Свой национальный напиток. Набережная, типичная такая вечерняя ситуация. Сидит молодежь, на солнышке загорает. Кто что делает, пьет, ест. В принципе, примерно как у нас. Здесь как-то более массово все-таки. Это электробасы. Все полностью электрический. И у него даже нанесена окраска, такая зеленая вся, да. То есть он всем видом говорит, что я экологически чистый транспорт. В городе очень много различных памятников и скульптур. Вот мы еще возле одного арт-объекта интересного. Свинья это или утка? Как вы думаете? Не то, не то. Свина, утка. Вот любят финны все натуралистичное. Знаменитейшая гигантская ромашка перед морским музеем. Не любит. Любит. Не любит. Не любит. Любит все. Да люблю, люблю. Люблю, не переживай. Все равно ромашки, чьи ласки принимать. Отъехали немножко от центра города, и картинка уже поменялась. Вот этим домам лет 100 примерно. А вот так вот происходит каменоломня. Здесь достаточно много породы камней. Нахожусь в середине пропеллера катера, который ездит на воздушной подушке. Еще один арт-объект в виде хвоста русалки. Сейчас он выглядит вот так примерно везде. Вот так вот нормально в центре Тампере бегают зайцы.
А рядом с ними какие-то птички еще крупные. Куда ж ты, маленький, бежишь, а? Погоди. Ускакал. Вроде бы мельница, да? Мельница, все перемелится. А это обычный летний театр, господа. Да, скажем так, это бывший летний театр. Сейчас в удручающем состоянии. Так, и вот мы поднялись еще на арену. Вот так выглядела арена. Спортивная. Сейчас все это как-то очень печально выглядит. Ну, Иришка, давай на представление. Прошу. Мы пробрались сквозь какую-то колючую проволоку. И у нас с этой скалы очень прикольный вид получился. Вот по уровню жизни можно судить по пенсионерам. Бабушка затарилась в магазине, села в такси Мерседес. Все в порядке. Нормальная история. Пулька, смотрите, идет с синими волосами. Не стесняется никого. Вот эта стайка кораблей-баров стоит. Мы решили в один из них зайти и выпить пиво местного. А почему нет? Вот смотрите, да, как оригинально сделано. Сохранено старое здание, и при этом современный этот есть. Ресторан называется Нера. Прямо на набережной. Рекомендую взять местное темное пиво, называется Альвар. Очень вкусное. Так, мы с Ирочкой тут зашли в кафешечку. У нас тут, что у нас, с лососем, да, ты взяла? Салатик какой-то. Еще и корочки тебе положили. Ну, вообще, наглость полная. Я взял скромную пиццу с лососем. Это такой у нас прибрежный ресторанчик. Ссылочку в описании вам оставлю. На среднее относительно. Место действительно очень популярное. Полна коробочка народу. И вот терраса, на которой мы сидели. Рынок 1892 года. Посмотрим, что там за хлеб с маслом. Вот старый-старый рынок. Смотрите, как сделано. Обычная старая дверь. Но все для инвалидов. Все. То есть подходишь, дверь сама открылась. Дальше тут тоже все само открылось. Зашли, пришли, сели, выпили, закусили. И самая известная достопримечательность этого рынка – поезд. Такие вагончики, купе. Так. Да, 7 лимузинов, 8 вертолетов, 17 пароходов. Ну чем вам не поезд?
Чук-чук-чук-чук-чук. Да, Ира? В каком это мы поезде едем? В рыночном, конечно. Мы на рынке, господа. На рынке. Рынке 1800 там какого-то года причем. Это места для багажа. Окна. Пассажиры. Достаточно уютное место. Ссылочку в описании кинем. Когда-то в далеком 20 веке в поездах были боковые места. Ну, если поезд был переполнен, билеты проданы, всегда можно было недорого купить боковые. Вот, так вот, это все в прошлом, друзья. Но вот в этом конкретном баре, вагоне-ресторане сохранились такие штуки, что не может не вызывать умиления. Приехали в необычный музей. Называется он Або Ветус Арнова. Состоящий из 2 этажей. Верхний этаж современный, ну, какое-то современное искусство. И 2-й этаж нижний археологический. Зайдем посмотрим. Так, мы заходим в музей, и сразу нас встречают какая-то разрушенная древняя стена. Причем это все настоящее, тут никакой бутафории. Когда были раскопки, здесь обнаружили эту стену. Ей больше, чем, если я не ошибаюсь, 700 лет. Отсюда было положено начало турку. И они решили ее оставить, не реставрируя, ничего Здесь не на делая. 7 метров вниз вообще идет археологические всякие вот эти вот раскопки. Вот что это за объект в музее? Что это? Какая-то деревянная дощечка. Ага, смотри, на ней картина нарисована. Ага. Какое? Тут пока в современной части. Так, вот макет, как это все было раньше, какие-то давние времена. А вот, собственно говоря, сами раскопки. Это не бутафория, это вот были раскопки. И уже сверху пошел музей. Сделали музей и добавили современного еще искусства. Вот она, древность самая. В общем, это 1400 какие-то года. Звуки лошадей слышите? Не слышно, наверное. Так, здесь можно понажимать разные кнопки, которые издают звуки инструментов различных. Из Маврики вспоминается. Ага. Это чего? Флейта, да? И представлены инструменты, соответственно, которых эти древние люди, жившие с 1200 по 1600 года. То есть абсолютно разные. Вот расческа, да, раньше была там в 1300 году. Уже тогда была расческа, Ир, представляешь? Так, а вот тут целая комната отдельная для молитв.
Вот так это все. Вот все как было раньше, так все и осталось. То есть уже тогда, ну правильно, христиан сколько? 2000 лет, да? С небольшим. А они здесь жили сколько? Лет 700, да, назад. Поэтому у них тут все как бы, да, церковное все это было. Добро пожаловать в мое жилище. Я решил немножко обосноваться в другом месте. Здесь гораздо уютнее, теплее и светлее. Где мои шкуры, на которых я буду спать? Да, немножко аскетично, но практично. Музей Финляндии очень интересно устроено. Если ты идешь на экскурсию, и ты знаешь, что ты будешь слушать что-то там, стоять, смотреть, можешь взять с собой стульчик, пока экскурсовод все это говорит, ты берешь, садишься и внимательно слушаешь, что происходит. Ну или не слушаешь, думаешь в своем. Чтобы так в Эрмитаже у нас В общем, было. везде комфорт и расслабуха. А внизу еще бар. Вот такие музеи. Так, а вот здесь можно попасть внутрь этого жилища. Посмотреть все изнутри. Некая комната. Так, там вторая комната. Видите, какая брусчатка. Там у них было окно наверху. Достаточно такое темное место и сырое. Так, сюда дальше зайти нельзя. Но, я так понимаю, это был погреб для хранения продуктов. Верните меня. Давай, Ира, открывай, открывай. Запускай. Запускай, солдат. Вы меня смущаете, сударь.